«Каролина в стране кошмаров» — это прекрасное произведение. В нем собрано просто море различных тайн и загадок, а также неистовое количество скрытых деталей. Картина и по сей день не теряет своей популярности. И в этом видео я подготовил вам 40 интересных фактов о мультфильме «Каролина в стране кошмаров». Мало кто знает, но изначально история по Каролине должна была быть лайв-экшн фильмом. Уже все было готово, и даже было известно имя актрисы на роль Каролины. Ее бы сыграла Дакота Фаннинг. Но в последний момент главный режиссер Генри Селика решил, что эта история должна быть рассказана в качестве именно мультфильма. Актриса Дакота Фаннинг впоследствии все-таки осталась в проекте. И именно она подарила голос Каролины в мультфильме. Coraline Jones. Не все также знают, но мультфильм был основан на одноименной книге Нила Геймана «Каролина». Вайби, или как перевели его имя на русский Закки, ни разу не появлялся в оригинальной книге. Для того, чтобы в мультфильме Каролина не разговаривала сама с собой, главный режиссер решил добавить еще одного персонажа, примерно такого же возраста, как и Каролина, и им стал Вайби. Другая мама неспроста зашивает детям глаза пуговицы вместо обычных. Она это делает, потому что может самолично смотреть через эти глаза пуговицы. Жутко, правда? В 2009 году, в том же году, что мультфильм, вышла видеоигра по мотивам мульта. Геймплей тут довольно примитивный, да и сама игра в целом не особо. Все происходящее как в книге, так и в мультфильме рассказывается и показывается нам от лица самой Каролины. То есть все происходящее, что мы видим, по факту является интерпретацией маленькой 11-летней девочки. Мультфильм почти полностью был создан вручную, а не на компьютере. Все, что вы видите в мульте, это так называемый стоп-моушен. В 2015 году студия Laika продала на аукционе всех своих оригинальных кукол, которые были использованы при создании мультфильма. В том числе была продана единственная неповторимая кукла другой мамы, кукла Каролины и Вайби. Два грузчика, которые в начале мультфильма привозят мебель семье Каролины, это на самом деле два известных аниматора, братья Ранф, которые работали в студии Pixar, а также участвовали в создании мультфильма «Король Лев», «В поисках Немо» и еще много других. Весь мультфильм создавали около 4 лет. Целых 18 месяцев проходила только подготовка к созданию мульта. Сам съемочный процесс занял около 20 месяцев, и еще 2 месяца потребовалось на монтаж и постпродакшн. В целом ушло около 40 месяцев работы. В одной из сцен в другом мире, когда Каролина находится на концерте Мисс Пинк и Мисс Форсибл, можно заметить, что это является явной отсылкой на картину Сандро Боттичелли «Рождение Венеры». В 2010 году Каролина была номинирована на Оскар, но, к сожалению, победить она не смогла, и главный приз забрало произведение «Вверх» от студии Pixar. Маленький сын режиссера Генри Селика озвучил двух персонажей в мультфильме, а именно друга Каролины и мальчика-призрака. В оригинальной книге дверь, через которую проходит Каролина, была просто гигантской и устрашающей, но авторы мультфильма решили сделать ее меньше и более привлекательной для маленького ребенка. Для того, чтобы увеличить различия между двумя мирами и тем самым усилить эмоции у зрителя, создатели специально сделали реальный мир таким скучным, серым и неинтересным, а другой мир таким ярким и наполненным. Сложно поверить, но в Америке мультфильм получил рейтинг PG, что означает, что мультфильм можно смотреть детям любого возраста, но желательно с присутствием родителей. Не знаю как вас, а меня этот мультфильм жутко пугал в детстве, и рейтинг PG как-то уж слишком мало для этого фильма. Это как если бы он у нас имел рейтинг 6+. Возможно, вы помните, что цвет кожи мистера Бобински был достаточно странным. Дело в том, что Бобински был ликвидатором в Чернобыле, и якобы под радиацией его кожа обрела другой оттенок. В самом мульте так и не было понятно, имеет ли Бобински мышиный цирк или нет. Сам же режиссер считает, что у него нет никакого цирка. Кукла из вступительной заставки — это на самом деле сестра бабушки Вайби, та самая, которая являлась Каролине в виде духа. Персонаж, одетый в Шекспира в середине фильма, это на деле карикатурная камео скульптора Кевина Мильтона. Во всем мультфильме куклы продемонстрировали нам около 208 тысяч различных выражений на их лицах. 208 тысяч выражений, Карл! Когда родители Каролины пропали, Мисс Пинк и Мисс Форсибл дали девочке некий мистический треугольник. Бабушки сказали ей, что он ей поможет. Этот треугольник на деле не был магическим. Все, что он мог, это видеть реальные вещи. Именно поэтому, когда Каролина смотрит через него в другом мире, единственное, что она видит, это души маленьких детей. Ведь только они там были настоящие. Как уже было сказано, работа над Каролиной велась просто невероятнейшая. Именно поэтому был нанят специальный человек, который шил маленькие свитера для персонажей. По мультфильму «Бельдам», она же другая мама, бросает Каролину в зеркало, давая ей время поразмыслить над ее поведением, а именно над тем, что она отказалась одевать на себя пуговицы. Интересно то, что на языке оригинала, английском, слово «поразмыслить» — это reflect, имеет два значения — поразмыслить, а также отразить или отобразить. То есть Каролину кинули в зеркало, в ее же reflection, отражение, чтобы reflect, поразмышлять над ее поведением. Над мультфильмом работало около 30 аниматоров, так что почти каждый из них анимировал Каролину, так как она была почти в каждой сцене.
Существует несколько удаленных сцен, которые присутствовали в ранней версии фильма. Ссылку на эти сцены я оставлю в описании. Когда отец Каролины играет с осьминогом, это является отсылкой на фильм «Чужой». После того, как Каролина освободила души детей, они общаются с ней на фоне картины Ван Гога «Звездная ночь», что очень символично. И как раз таки, одна из немногих сцен, когда создатели использовали элементы CGI, была именно эта самая сцена. Самой сложной и переписываемой сценой была та, когда другая мама бросает Каролину в зеркало и там она встречает духов. Именно ее, по словам создателей, было сложнее всего изобразить на бумаге и в итоге реализовать. Когда в начале произведения Каролина берет веточку лозы и начинает делать странные движения, это отсылка на древнее культное действие, которое было популярно в 16-18 столетии. В этом действии палочка лозы якобы помогала найти воду в земле, а также различные металлы и прочие ископаемые. Саундтреки, которые играют на фоне, как может показаться, поются на французском языке, но на самом деле они поются на несуществующем языке, то есть по сути это просто словесная билиберда. Когда другой папа поет для Каролины песню, он прячет туда тайное послание, чтобы Каролина спасалась. Последние строчки буквально говорят нам: наши глаза будут на Каролине. Но как мы, так и сама Каролина этого не замечает и впоследствии попадает в ловушку другой мамы. На всех сценах с Бабински мистер носит медаль, которую выдавали за помощь в ликвидации Чернобыля. В одной из сцен в другом мире Каролина приходит на выступление к мисс Пинк и мисс Форсибл, и для создания этой сцены потребовалось мастерить целых 500 шотландских терьеров. Единственной сцены, которая происходила за пределами Розового дворца, могло и не быть. Это когда Каролина вместе с родителями выезжает в город, чтобы купить немного одежды. Создатели изначально не хотели вносить эту сцену в мультфильм, но главный режиссер Генри Селлик настоял на этом, потому как, по его мнению, этот момент отлично демонстрировал взаимоотношения Каролины с ее матерью. Группа They Might Be Giants должна была изначально написать всю музыку к мультфильму, и они это сделали. Только вот по итогу создатели решили, что все эти песни не подходят, и оставили лишь одну, песню другого папы. Поскольку в мультфильме присутствует куча тайн, в интернете и в ютубе в частности, существуют сотни и сотни теорий по поводу того, что на самом деле происходит в мульте. Один из авторов предположил, что Розовый дворец задолго до событий мультфильма принадлежал другой маме, что очень даже убедительно. Ссылку на его видео я также оставлю в описании. Мультфильм заимствует многие приемы и сцены из старого мультфильма про песочного человека, который даже завоевал Оскар в свое время. И на этом мы, пожалуй, сегодня закончим. Ставьте лайки и пишите комментарии, если хотите увидеть больше видео о вселенной Каролины. Также можете глянуть мои другие видео, связанные с этим мультом. В частности, все скрытые детали мультфильма и мою авторскую теорию. А на этом у меня все. Еще увидимся.